Ночь в деревне Рейвуд была тягучей и безмолвной. Туман стлался по земле, обволакивая все вокруг. Лия шла по знакомой тропинке с корзиной хлеба и молока, когда за спиной хрустнула ветка. Она обернулась, лишь пустая дорога и мерцающая луна. Но через несколько шагов из темноты вынырнула фигура. Грубые руки толкнули ее, и мир исчез под глухим плеском. Холодная вода сомкнулась над ней. Лия пыталась выбраться, но стены колодца были скользкими и чужими. На камнях мерцали странные символы, а из глубины пробивался свет. Она нырнула и оказалась в подземелье, где воздух дрожал от древней силы. В центре стоял каменный пьедестал, на нем амулет цвета ночи, будто в нем горели звезды. Когда пальцы Лии коснулись камня, воздух наполнился шепотом. Голоса звали ее по имени. Затем вспышка света. Очнулась она у того же колодца, но уже утром. Одежда сухая, корзина рядом, будто ничего не было. Только глаза в зеркале теперь светились бледным светом. Жители смотрели на нее настороженно. Но вскоре стали приходить, с просьбами и мольбами. Лия соглашалась помочь, и чудеса действительно случались. Кто-то исцелялся, кто-то находил пропавших. А потом начали умирать. Старуха из деревни шепнула ей однажды: «Девочка, это не дар. Колодец забирает плату». Вскоре к дому Лии пришел незнакомец в черном плаще. Он назвал себя хранителем. «Амулет — это печать», — сказал он. «Каждый раз, когда ты исполняешь желание, он забирает чью-то жизнь». Лия не поверила, пока не узнала, что одна из тех, кому она помогла, погибла в ту же ночь. Хранитель рассказал правду. Тот, кто толкнул ее в колодец, сам когда-то был связан с этим проклятием и пытался избавиться, передав его другому. Теперь амулет выбрал ее. Единственный способ освободиться — вернуть его в глубину. Но туда придется идти самой. Когда над Рейвудом началась гроза, Лия взяла амулет и пошла к колодцу. Вода в нем светилась изнутри. Она слышала голоса, теперь уже не чужие, а свои, сливавшиеся с шепотом тьмы. «Верни нас домой», звучало отовсюду. Лия опустила руку с амулетом в воду и почувствовала, как он прилип к коже, будто живой. С криком отчаяния она шагнула вперед, и волны поглотили ее. Весной в деревне снова наступил покой. Урожай был богатым, дети играли у ручья. Лишь старики все еще крестились, проходя мимо заросшего мхом колодца. Иногда ночью слышалось тихое пение. А однажды мальчик нашел у реки камень, черный как стекло, с крошечными светящимися искрами внутри. Он поднял его, и вода рядом дрогнула. На миг показалось, что из глубины на него смотрят два глаза, знакомые, женские, с легким, почти добрым светом. И с тех пор в Рейвуде снова начали слышать шепот по ночам.